Всем привет! На днях произошла со мной весьма необычная ситуация. Полез я, значится, в шкаф за материнкой для продажного ПК. И помимо материнки, там была обнаружена видеокарта. Ею оказалась GTX 650, героиня сегодняшнего ролика. Вот бы однажды в этом шкафу появилась современная видеокарта. Ну, хотя бы из этого десятилетия. И давайте кратенько пробежимся по сегодняшней видеокарте. И первое, что мы видим, это то, что карта исполнена в довольно простом исполнении от Asus. Но этого ей с головой хватает, ибо в основе лежит чип GK107. И причем он очень холодный, что неудивительно, ибо сделан он на архитектуре Kepler, которая, в отличие от своего предшественника Fermi, лежавшего в основах 400 и 500 линейки, сделана не на 40 нанометрах, а уже на 28, что и позволило разместить в GPU 384 ядра CUDA, 32 блока фильтрации и 16 блоков растеризации. Блоки это, конечно, важно, но однако не стоит забывать о хранении текстур. И таким хранилищем является целый гигабайт видеопамяти типа GDDR5 от компании Samsung. И, конечно же, все это дело я решил разогнать. И у нас есть два способа разгона. Первый — это просто банально поднимаем частоты, получая скромные, но все-таки плюс 100 МГц по чипу и 250 по памяти. Но есть и второй способ, который заключается в поднятии напряжения, благодаря чему мы получаем больше разгонный потенциал. И кажется, а зачем вообще первый метод нужен? Бери, разгоняй вторым. Но есть одно маленькое но. У меня тупо перестал справляться охлад, поэтому, увы, разгоняем первым методом. Но, как говорится, лучше минимальный разгон, нежели вообще никакой, поэтому пора приступить к тестированию. Но сначала пару слов о тестовом стенде. Наконец-то я решил выделить из своих ютубовских миллиардов немножечко средств и обновиться. Так что встречайте обновленный тестовый стенд. Процессор Core i5-10600KF, материнская плата ASRock B560M Pro 4, оперативка 16 гигов двумя плашками по 8 с частотой 3200 МГц, блок питания Xilinx 700 Вт, ибо мой Proton помер, о чем, кстати, я писал в своем телеграм-канале, ссылочка в описании, подписывайтесь. Накопители MSI Spatium M390 для системы и некоторых игр, которые требуют SSD, и два жестких диска VD Blue, один на 500, другой на терабайт. Ну а запись велась при помощи Avermedia Game Capture HD 2, за которую я нереально благодарю своего товарища по цеху, Даню Ронина. Кстати, можете зайти к нему на канал, ссылочка в описании. Ну а теперь... И да, мне бы хотелось ввести коррективы по тестам. Раньше я делал как? Брал просто охапку рандомных игр и тестировал. А сейчас же я буду не просто брать охапку игр, а систематизировать их по годам, чтобы понять, насколько же тащибельная была железка на протяжении некоторого отрезка времени. Вот это я, конечно, задушнил. И встречает карточку Тропические острова Far Cry 3. И я тут подумал, раз игра и карта одногодки, то можно ставить 1080p, и при средних настройках мы получаем 35, а то и 40 кадров. Но, к сожалению, в жарких перестрелках все падает до 25. В разгоне ситуация получше. Тут хотя бы карточка ниже 30 не падает. Но стоит учитывать, что на момент выхода карты 1080p был не столь распространен, поэтому врубаем 720p, но частично компенсируем разрешение высокими настройками, благодаря чему получаем 40-45 кадров с дропами до 35 в перестрелке. Врубаем разгон и получаем еще более плавную картинку. 45-50 кадров при передвижении с дропами до 40 в экшоне. Поэтому Far Cry 3 очень даже можно здесь поиграть всем, кроме олдов серии Far Cry, ибо для игроков в первую и вторую часть третья была сущим кошмаром. Как и приключения писателя Алана Вейка, которые в 1080p и при максимально минимальных настройках демонстрируют довольно спорный геймплей. При наличии тумана на экране FPS вроде и держится около 30, но пару раз падал ниже. Ну а в остальные моменты рисуются 30, 35, а то и 40 кадров, что не мешает экшону. Увы, но я, к сожалению, прошел только лишь обучение и не знаю, что будет дальше, ибо сию игру я как-то мимо себя пропустил. Благо моя 4060 вроде как должна ее тянуть на ультрах. Если роликов не будет больше месяца, знайте,
Я играю в Alan Wake. Но вот во что я точно много наиграл, так это в NFS Most Wanted 2012 года. И в 1080p FPS очень не очень. Поэтому ставим в 720 и высокие, но без сглаживания, что дает нам 50-60 кадров с редкими дропами вплоть до 45. Но все же большую часть геймплея мы видим около 60 FPS. И несмотря на проблемы с фреймтаймом, игра ощущается максимально гладко и плавно. Так что спокойно можно кататься по грязюке на своей Ниве. Главное не размотаться на ней, а то сейчас новая Нива стоит ох как дорого. Сколько? Немало. Кстати, о разматываниях. Знаю я одну особу, чей корабль размотала о скалы. Лариса Крофтовна. И в великолепные 720p, и да, с данного момента все игры будут гоняться в 720, с высокосредними настройками, мы получаем, ну, очень красивую картинку при хорошей частоте кадров. Правда, кадры скачут в очень широком диапазоне, от 35 в сложных сценах с кучей травы и растительности, до 45-50 при прицеливании из лука. И если тут мой скилл и issue играть никак не мешает, так как игра подкидывает кучу ресурсов, тот Metal Gear Rising берет этот скилл issue, втаптывает в грязь. Но вот скилловые игроки 650 спокойно могут насладиться данной игрой. Не обращайте внимания на картинку, просто что-то игра с моей картой захвата не подружилась и пришлось тестить в окошке. И несмотря на такие костыли в тестировании, можно жестко нарезать всех на ультраграфоне в около 60 кадров. Конечно, не без дропов до 55, но это не сможет помешать настоящему патриоту увидеть все мемс, наномашинс и... Не, Metal Gear Rising, конечно, ну очень забавная игра. Как и Saints Row 4. Ты играешь за президента СШП. Идешь себе спокойно на конференцию, тут бах! Половины Белого дома нет нафиг. Вокруг летают инопришленские корабли. А ты устраиваешь махач с головой марсиан. Вот это настоящие святые. Не то, что подделка из 22 года. А, точно. Производительность. И тут все 50 на 50. С одной стороны, FPS скачет от 24 в жесткой сцене до 60 в спокойные моменты, а с другой, в большей части экшона мы получаем 40-45 кадров, которых за глаза для игры. Так, хихоньки-хахоньки успокоили, пора что-то серьезное посмотреть. Assassin's Creed Black Flag, который запускаю на высоких. И вначале на корабле мы получаем бодрые 30 плюс кадров. На суше вроде ситуация даже получше, пока вы не захотите закосплеить PlayStation эксклюзив и поползать в траве. Ибо так мы получаем жирнющую просадку до 25. Но тут на помощь приходит разгон, благодаря которому FPS чуть-чуть подрастает. Всем привет, вот на монтаже заметил косяк. В видосе я сказал, что игра идет на высоких настройках. И до этого момента именно так. Но после я на тестах включил настройки, которые вы видите у себя на экране. Поэтому дальше FPS сильно вырастет, вы этому не удивляйтесь, я просто изменил настройки. Забыл при озвучке это подправить, это в сценарии написать, так что вот такие дела. Благо в остальной локации таких проблем нет, и мы получаем приятные глазу 40-50 кадров. Подключайте джойстик от Atari и получайте удовольствие. Так, серьезные игры продолжаются. Watch Dogs. И он не запустился. Я перерыл пол интернета, перекачал старый реп версии игры. И ничего, а жаль, ведь было очень интересно посмотреть на сию игру. Значит, продолжаем серьезность при помощи... Тут карточки уже не по зубам высокие, поэтому ставим низкие. И тут, как мне кажется, я немножко переборщил с занижением настроек, так как почти все время мы получаем 50 плюс кадров, с редкими падениями вплоть до 43. Если поиграться с настройками и подразогнать карту, думаю, можно безболезненно поднять некоторые параметры на средние, дабы насладиться красотами Гималая по полной. А еще в кадр на пару секунд попала вторая пчелиная война! Вот я сейчас про это пошутил, и у меня вопрос. А это уже не... это баян? Или нормально? Черканите в комментарии, а еще лайк поставьте и на канал подпишитесь, там, на телеграм. И раз уж мы забежали в зимний биом, следует захватить еще одну игру. Assassin's Creed Rogue.
Вот тут начало мое почтение. Приколы и борьба двух мужиков, причем 2 раза за первые пару минут. Все как надо, все по-мужски. Да и настройки порадовали. Смесь средне-низко-высоких показывает 55-60 кадров с очень красивой картинкой и без просадок. Даже при драге с кучей народу FPS не падает вообще. Так что показать, кто тут босс of this gym, не составит проблем. Так, я опять хихоньки-хахоньки устроил. Мы ж серьезный техноблогерский канал, почти 1000 подписчиков. Поэтому Call of Duty Advanced Warfare. Настройки, как и в прошлой игре. Повесь высоко-средне-низких. И с самого начала я встал в ступор. Ибо неправильно запомнил видос Толкаша, как он расхваливал графон Advanced Warfare. Ибо посмотрите на текстуру этого дерева. Благо этот ужас только в начале. И дальше мы уже видим жесткий графон, который, несмотря на свое качество, идет очень даже неплохо, выдавая 50-60 кадров с дикими подъемами до 100 в некоторых редких сценах. Так что играть будет более чем комфортно. Кстати, раз уж речь пошла о графоне, сюда влетает, вернее вдрифчивает NFS 2015. Ставим низкий, но с средними текстурами, дабы аппликации на машине не превратились в размазню. Но тут у нас появляется проблема. Я бы даже сказал 2 стула. На одном мы получаем 35-45 кадров, но об лесенку можно глаза порезать, а в другом 30-40 кадров. Но на экране такое хозяйственное мыло, будто мы играем в 360p с FSR. На маленьком экране либо на телеке оба варианта хороши. Но вот при игре на мониторе, честно говоря, мне было очень некомфортно. Благо у тети Ларисы таких проблем нет. И несмотря на те же минималочки, картинка не столь пикселит. Хотя порой на некоторые кадры без боли не взглянешь. Да и при прогоне бенчмарка FPS маловато будет. Но благо в реальном геймплее мы все же получаем более гладкую картинку. Хоть FPS и скачет от около консольных 30 до редких 50. Чаще всего FPS скачет где-то в районе 40 кадров. Но это в первой локации. А в снежной тайге ситуация, конечно, похуже. 30-35 кадров без подъемов. Но в принципе Лариса может спокойно выживать. Как и житель убежища 111. Ибо Fallout 4 в убежище тут летает в 720p и средне-низких настройках. Мочить тараканов в 60 FPS огромное удовольствие. Но вот по выходу из убежища мы все равно получаем достойный FPS, который, правда, сильно скачет от 36 при ватсе до стабильнейших 60. Правда, стоит кое-что сказать о кривости движка Fallout, из-за которого при FPS больше 30, но меньше 60 бешеный фреймтайм. И вроде как он не сильно мешает, но все равно придает картинке дерганость. Так что тут либо скидывать настройки в 0 и пытаться выбить 60 кадров, либо лок на 30 и смириться. Но вот кто точно не смирился, это ребята из DeadSec, пытающиеся побороть literally 1984. Но сможем ли мы им помочь? Ставим 720p, минималочки и получаем консольные около 30 кадров. Прям кайфы. Но, увы, при жесткой езде на машинке или в тяжелых сценах мы получаем дропы. И вот тут разгон прям необходим, ибо дополнительные пару кадров это довольно важно. Так что чисто на бумаге, в теории, играть можно, но только при большом желании. А вот другие борцуны с системой в лице бегущих показали себя иначе. При тех же 720p и минималочках побегать за Фейт удается при очень приятных 50-60 кадров, дропающихся до 40 в кат-сценах или при обилии эффектов. Так что в Mirror's Edge Catalyst не просто можно, а даже нужно играть. Борцуны борцунами. Но раз зашел разговор про это, нужно посмотреть на настоящих вояк из 22-го полка САС, главнокомандующим которого является капитан Джон, лучшие усы в игровой индустрии Прайс. И в 720p при низко-средних настройках ремастер Modern Warfare играется более чем. В начальной миссии на лодке у нас вообще заоблачный FPS. Вторая миссия тоже показывает достойные кадры, но мне бы хотелось кое на чем акцентировать внимание. Посмотрите сюда, насколько же убого выглядит этот классный кадр из-за фиговых текстур. Поэтому если у вас хотя бы 12 гигов оперативы, ставьте текстурки повыше. Только посмотрите, как преобразился этот кадр лишь благодаря высоким текстурам. И вот, наконец, нормальная полноценная миссия на открытых локациях. И тут FPS просаживается до 35-45, но играть все равно очень приятно. Так что тут моя личная рекомендация. Если комп тянет, сыграйте в ремастер Modern Warfare и Modern Warfare 2. Не пожалеете. И главное, не
Не перепутайте с парашными перезапусками 20-х годов. Не спорю, Барков ну очень смешной злодей, но сюжет кал. Кстати, помните, как в Saints Row произошло нападение марсиан, а проснулся Подумгай на 3 года раньше? Но ничего, у него и так сейчас много работы, так что мистер Президент спасет себя сам. Мы же ставим 720p, минималочки, и FPS чё-то не радует. Но тут мы можем считерить, разогнав карту и уменьшив масштаб рендера до 90%, получая 648p. И вот тут да, можно мочить чертей. 45-50 кадров выглядит более чем бодро, но это только поначалу, ибо дальше начинаются локации, в которых FPS будет падать до 30, что не очень приятно. Так как стало понятно, что карточка новинки вывозить не может, было решено прогнать две последние AAA игрушки. Первый станет Prey, и при низко-средних в 720p играть можно. Да, FPS довольно сильно скачет, где-то он поднимается до 45, а где-то он еле-еле 30 кадров показывает. Так что искать мимиков среди предметов очень даже можно. Вторая Far Cry 5. И от нее не ждал ничего, ибо игра очень тяжелая. Но на мое удивление, на минималках в тесте мы получаем в среднем 27 кадров. И причем геймплей очень даже ему соответствует. В сильно лесистой местности мы получаем 25-27 кадров, а в остальные моменты игра пытается держаться тридцатку и при любой возможности подскакивает до 40. И тут скажу так. Если и играть, то только при большом желании. Ибо это мне норм играть в шутеры с таким малым FPS. Я человек, который прошел Киберпанк на встройке от проца Intel в 360p в 15 кадров и получил удовольствие. А остальным может быть неприятно, шо капец. Для разминки начнем с Майнкрафта. И не абы какого, а 1.21. И при стандартных настройках в 1080p мы получаем очень даже хороший FPS, который почти всегда держится выше 140 кадров. И лишь взрыв кучи динамита уронил FPS до 110. А потом быстро восстановился. Видимо, разработчики услышали мой бомбеж по поводу оптимизации и все заоптимизировали. Так что в кубиках спокойно можно крошить врагов. Что также можно делать и в CS Source. При 1080p и ультра настройках с ботами мы получаем 200 плюс FPS, дропающихся до 130 в дыму. И несмотря на максимально комфортный геймплей, боты меня... Бац. КСС это хоть и очень хорошая игра, но древняя. А как же CS2? А тут все не так плохо. В бой насмерть на Dust 2 мы получаем 50-70 кадров. Да и Inferno показал себя неплохо, хоть и FPS был чуть-чуточку пониже, 45-60 кадров. Ну и конечно же жесть, Ancient. На удивление показался тоже неплохо. Да, при рассеивании дыма жестко падает до 30 кадров, но в остальные моменты FPS старается держаться в районе 45. Но тут есть одно маленькое но. Либо же это у меня руки кривые, либо это проблемы с оптиком при низком FPS. Но в любом случае, это получается, Valve начали оптимизировать игру, ибо я смотрел тест от других ребят, и у них было все гораздо хуже. Обалдеть. И если контру начали оптимизировать только сейчас, то вот в картохе она была всегда. Картох это World of... Вернее, мир танков и маленькими буквами наша игра. По настройкам средние в 1080p на улучшенном клиенте. И мы получаем 50-60 кадров при езде, с дропами до 40 при прицеливании. Да, для киберспорта будет маловато. А вот просто расслабиться в самое то. И наконец, GTA 5. Тут мы ставим 1080p и высокую графу, кроме текстур. Благодаря чему в тесте мы получаем 30-40 кадров. Ну а в реальном геймплее все даже лучше. 40-50 кадров с дропами до 30 при катании по траве. Если вас это не устраивает, есть простор для понижения настроек. В онлайне же ситуация слегка похуже. При езде по городу 35-40 кадров, а на траве дропы до 25. Но, опять же, можно понизить настройки до низко-средних и спокойно кататься при 40-45 кадрах. Да и не забываем про разгон. Скажу честно, 650 меня сильно порадовала, ибо в отличие от легендарной для моего канала GTS 250, она холодная и также не имеет доп. Питания, что огромный плюс, так как вероятность купить отвал почти нулевая. Это надо постараться, чтобы такую карту убить перегревом. К тому же ее производительность очень даже неплоха, ибо позволяет поиграть даже в условный GTA Online.
CS2, про танки с Майнкрафтом я вообще молчу. Да и кучу хороших игр до 2015 года она с легкостью потянет. Проблем с питанием быть не должно, ибо доп. Питания не надо. Да и проблем с драйверами тоже нет, ибо это Nvidia. Самое вкусное из этого всего — это цена. Стоимость такой карточки в среднем 1500 рублей. И учитывая ее мощь, за эту цену эта карта отлично подходит либо нетребовательному геймеру, который хочет пощупать танки, GTA 5 онлайн и прочие такие нетребовательные онлайн игры. Я думаю, даже Warface заработает. Либо человек, который хочет пощупать игры до 2015 года. Да и как временное решение карта подходит отлично. Так что да, если бюджет капец как ограничен, 650 можно более чем рассмотреть к покупке. И да, спасибо огромное за просмотр. Что-то я в этот раз прям разошелся со сценарием. И мне дико приятно, что ты посмотрел до конца. Надеюсь, видео тебе понравилось. Ты поставишь там лайк, а возможно даже подпишешься. Там напишешь коммент. До встречи в новом ролике. Надеюсь, не через полгода.